Для вашего удобства вы можете перейти во вкладку «Плейлисты» на моем канале и найти тот или иной мастер-класс отдельно в каждом плейлисте. Также под каждым видео есть ссылки на другие части данного мастер-класса и мои социальные сети. Итак, вот я провязал 13-й наш последний ряд до конца, выполнил последнее наше 8-е пико, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мне остается выполнить в нашу предпоследнюю арку последний столбик, накид, выполняем незавершенный столбик с одним накидом, вот у меня 2 петли, и теперь в начале у нас был столбик без накида и воздушная петля, и вот в эту воздушную петлю я соединяюсь соединительной петлей, сразу через все петли протягиваю. Все. Теперь я обрезаю нить, вот так вытаскиваю ее, и сейчас я просто здесь ее протягиваю. В эту петлю, потом в столбик. Вы можете протягивать как угодно, ее просто нужно спрятать. Вот, и здесь ничего не видно. Далее я ее опять назад. Здесь тоже ее между петлями, между столбиками, как угодно. Ее протягиваем. И затем я просто беру какую-нибудь петлю, вот, например, вот эту. Вставляю в нее крючок. Вот моя нить состоит из 6 тонких ниточек. Вот я эту нить раздербаниваю пополам. То есть 3 у меня там остается, 3 я протягиваю сюда, в эту петлю, и 3 там остается. И здесь я ее просто сейчас завязываю на 2 узла, и все. Ничего с ней не случится, не распустится. Я уже так делал 100 миллионов раз. Все, обрезаем. Все, ничего не видно. И ничего с ней не будет. Все, теперь нам нужно салфетку заблокировать. Погладить можно, в принципе, но уже потом. Я считаю, что первый раз нужно все-таки заблокировать, растянуть ее в мокром виде, чтобы все петли стали на свои места. Она высохнет, будет идеально ровная. А уже потом, после стирки, уже в использовании, уже можно просто прогладить ее утюгом. Здесь не прям такие сильно какие-то рельефные ажурные элементы. Все будет ровно. Уже в дальнейшем можно гладить утюгом. Стирать можно даже в стиральной машине. Я стирал скатерти даже в стиральной машине. Ничего с ними не случается. Все великолепно держится. Я уже одной скатертью своей вязаной, ажурной пользуюсь, которая дырявая вся, нифига с ней не случилось. Я ей пользуюсь уже больше 2 лет. Она у меня точно такая же, как и была, когда я ее только связал. А уж тем более с такими салфетками маленькими ничего с ней не будет. Для блокировки таких салфеток, в принципе, можно использовать просто воду. Не обязательно делать крахмальный раствор или раствор с клеем ПВА. Здесь нить плотная и салфетка особо не ажурная. Тут нечего прям так сильно блокировать, поэтому хватит просто обычной воды. Это просто обычная вода из-под крана. Я беру салфетку и ее туда волшебно складываю, в эту воду. Одну и вторую, у меня 2. Одну я вязал просто так посмотреть, что выйдет, и вторую уже связал с вами. Все, просто намочили, как говорится, и добрый вечер.
Когда я заблокирую в крахмальном растворе или с клеевым раствором, я, конечно, оставляю немножечко помочиться салфетки, чтобы они хорошо впитали весь раствор. Ну, здесь вода, что тут впитывать, она уже вся мокрая. Нам просто надо ее, чтобы она была мокрая, чтобы ее хорошо растянуть. Все. Теперь берем эту салфетку вот так и просто ее отжимаем руками. Если тут что-то есть лишнее, ну особо она же у меня не лежала, долго ничего не впитывала. Все, с нее ничего не капает. И вторая. Все, убираю воду. И вот таким способом я ее руками хорошенько, сколько сил есть, растягиваю. Просто в разные стороны. Чтобы у нас петельки встали туда, куда им нужно. И уже потом я тяну за вот эти противоположные элементы обвязки. Я беру свои иголки, английские булавки, и буду сейчас блокировать. Буду блокировать на листе пенопласта. Что у меня получится, я вам покажу. Итак, ну вот я заблокировал первую салфетку, вторую не блокировал, потом заблокирую, рассказываю. Вот я заблокировал сначала через одну вот эти штуки, потом оставшиеся через одну блокировал. Затем я блокировал вот эти вот наши треугольники, тоже через один сначала. Вот так, потом уже оставшиеся. Я прям вот так пальцем тянул и втыкал иголку через одну. Прям пальцем туда вот так растягивал и втыкал иголку. Так, затем, после этих, я уже начал блокировать пико. Сначала вот эти две. Везде заблокировал по две, вот здесь в центре, которые у нас были. Потом уже каждый лепесток, вот так две, потом две, и так каждый лепесток везде заблокировал. Она идеально ровная. И из-за того, что она растянулась, естественно, ее размер больше. То есть вот салфетка, которую я еще не заблокировал, посмотрите, насколько она меньше. Вот вы ее руками растянули. Вы можете ее погладить утюгом. Будет ли она ровная? Будет. Но размер, как вы видите, останется такой же. Вы утюгом ее не растянете. Да, вы растянете ее руками, насколько сможете. Ну вот, я растянул руками, все, больше я ее не растяну. Поглажу ее утюгом, она у меня высохнет, она у меня будет ровная, идеальная, не придерешься. Но так как мы здесь тянем за все пико, за все, она, естественно, растягивается. И размер, вот смотрите, вот я от края прикладываю здесь. Посмотрите, какой кусок. Тут 5 сантиметров, наверное. Она больше. И когда она высохнет, она форму эту держать будет. И уже потом, после стирок, вы можете ее, конечно, уже гладить. Не обязательно ее блокировать каждый раз. Это не рельефная какая-то салфетка, не ажурная. В том случае, да. Здесь нет. Уже потом можно будет просто гладить. Но первый раз я все-таки всем советую обязательно блокировать. Я считаю, что это просто неотъемлемая часть в вязании салфеток. Без блокировки, я считаю, салфетка не салфетка. Но это уже дело вкусовщины. Вы как хотите, так и делайте. Я показываю, как делаю я. Вот что у меня получается. Она у меня... Я ее сейчас поставлю на окно, не знаю. Ну, можете просто дома поставить, в зависимости, конечно, от погоды. Все, она у меня высохнет завтра 100%. Сейчас у меня вечер, завтра она у меня уже высохнет. И все, салфетка готова. Снимаем иголки. Все, можете пользоваться, дарить, продавать.
Пожалуйста, что хотите, то и делайте. Вот таким способом пользуюсь я. Можете взять на заметку, может быть, вы знаете как-то по-другому, делитесь со мной в комментариях, я обязательно почитаю, может быть, что-то использую из ваших советов, вашего опыта. Вот так. Это мой способ. Поделитесь со мной своими успехами, выкладывайте фото ваших работ по моим видео с хэштегом #VisualsDudu в Instagram. Я этот хэштег просматриваю, мне очень интересно получать вашу обратную связь и смотреть, что же у вас получается. И также я делаю скриншоты ваших работ, которые показываю в конце своих видео.